Рад я вас всех приветствовать на очередном сезоне гонок Айс-ралли, которые проходят в Приморском крае, село Прохладное на льду Амурского залива. Гонки для любителей, крутые спортсмены тут тоже есть, на шипах гоняют, но все остальные на фрикционах. Большая часть, так скажем, любителей. На обычных шинах, так сказать, понятно. Да. Сегодня у нас приехало очень много участников. Очень удивлен, что в нашем классе 4×4 оффроуд 14 машин. 6 штук из них Forester FJ. Есть люди, которые посмотрели мои видео, приехали. Есть люди, которые комментируют мои видео на канале, они тоже приехали. Будут сейчас показывать свое мастерство. И, собственно, тренировочные заезды уже начались, колонна вон выстроилась. Ждать старта придется, конечно, долго. Ну а так издали выглядит. Вон там вдалеке это наш техпарк, зона старта, зона финиша. И вся тусовка происходит вон там. Где-то там заезд, красота какая. Ну и, собственно, мы будем отстаивать честь прошлогоднего чемпионства, так сказать. В этом году, да. У нас же еще и призовые фонды появились за первые места, поэтому люди настроены серьезно. Audi сразу приехал на первый этап, сразу со штурмана. То есть в этом году поблажки не будет никакой, он основной претендент. Приехало несколько Toyota Prado, засниму, вон там вдалеке гоняют. Заедем в техпарк, там сниму, наверное, побольше. Ближе подъедем, посмотрим. Девушка на Range Rover есть, ну, я так понимаю, там семейная пара. Удивлен, что приехало достаточное количество Forester FJ, моих друзей там нет ни одного. Мои друзья сидят все дома, они могли тоже подъехать сегодня. Прадо бы мог подъехать, но не подъехал. И 3 прадика каких-то, которых я мало знаю. Ну ладно, погнали. Очередь на старт. Старт аж вон там. Задний, передний, все в кучу. Кристина вон едет. С другой стороны, другой ракурс. Очередь на старт. XV, кстати, на шипах. Рикаро, турбовый еще. Но я так понимаю, там свап полнейший. Subaru клуб Владивосток. Потому что как она носится, там явно не вариатор на 150 сил. Не двушка точно. Ну, может, двушка турбовая. Раскочегаренная.
движение. Так, это получается перед. Ага. На выходе конусы стоят. Вот Кристина за мной нормальную дистанцию взяла. Я за Маздой как-то маловато. Я его догнал. Так, прямая. Запоминаем дорогу. Вот бридж, в принципе, пока мне нравится. Все, моя тренировка закончилась, потому что я уперся в этого товарища. Так, ну запоминаем дорогу теперь. Быстро, 2 поворота и всего. В заносе можно ехать, в принципе. Так, конусы. Тут тоже на скорость. Немножко снега, это нам плюс. Бля, ну мы едем 60 км в час, потому. В принципе, можно на все бабки ехать. Надеяться, что вот этот вот снежок тебя где-то удержит. Так, сколько у меня тут? 60, да? Насколько лучше, да, полный привод по сравнению с передним приводом? Ты просто играючи входишь в этот поворот. Просто в скольжение, не знаю, ковыряясь в носу. И как старается передний привод. Я вообще не стараюсь. Я еду, смотрю гонки. Скоростью 40-60 км в час. Ну, типа на шипах похоже. Круто едут два, да? Двое на шипах. Красавчики вообще. Дорога слишком длинная, 5 километров, ее просто так не запомнишь. Ну что, поэтому выбираем тактику просто ехать. На этой тренировке нереально чего-либо добиться. Можно, конечно, Мазду обогнать, но там впереди вон, что это, Сайпер, такая же история. Можно, конечно, чуть-чуть приотстать, так как за мной Кристина где-то... А нет, она едет за мной. Я уже дорогу забыл. То, что я там проехал. Да, мало, конечно, смысла в такой тренировочном заезде. Так, какой-то интересный заворот, поворот, еще бы знать бы, где он находится. Смотри, как он старается, передний привод. И ты 2 пальцами рулишь, и на газ ты особо не жмешь. Вот. Я не знаю, передний привод на импреза лучше едет, чем эта фамилия, да, по-моему. В общем, мы просто снимаем, как едет Mazda фамилия передная. И потихоньку едем. Дорогу реально не запомнишь, чтобы так прям не ошибаться потом. Тем не менее, 60 км в час я еду, сдерживая свои эти эмоции, так сказать. Так, а тут если шире и сужаться сюда. Ну тут, правда, конус уже снесли. 1, 2. Да, сегодня штрафов будет очень много. Дорога такая, как змея. И конусы стоят узко. А судьи, я так понимаю, вообще немного. Как бы ее еще запомнить, эту дорогу, я вообще не запомнил, только передние. О, первые 2 налево, направо, прямая налево. Все, дальше не помню. Смотри, это прям чувство такое превосходства, что ты на Subaru на полном приводе. Дорога гольный лед. Это, наверное, в тему того, что ребята говорят, да я на переднем приводе там везде приеду и все умею. Посмотрите, как передний привод старается. И мы как нифига не стараемся. Да, за
нами уже прям целая колонна машин. Mazda, конечно, такой себе соперник, противник. Нифига как они стоят, блин. В общем, надо выбрать тактику, ехать постоянно 80 км в час. Так, это опять какая-то прямая. Зацеп есть, снег есть, все есть. Выходить можно и широко. Эта штука держит, снежок поддержит неплохо. Не обязательно конусом сжаться. Фантастика. Я просто наблюдаю, как передний привод пытается куда-то ехать. Не, ну может он тоже тренируется, может он, конечно, на большой скорости там более обладает. Но не факт, не факт. Видишь, и я просто качусь на тормозах. Ух ты, какая фигня перед финишем. Нифига себе, это надо запомнить. Тут прям такой этот... Фантастыш, дастыш. Дайте. Блин, что, мне опять за ним ехать? Я не хочу за ним ехать. Не, это все слишком долго получается. Так неплохо. И мне предстоит по этой ехать, потому что я буду в конце всех. Так, ну-ка. Класс. О, кстати, держит. И тут конусов нет. И ты такой выскочил. Вау, и поехал. Так, ладно, я понял. Так, это вот это Тут можно, да, широко ехать. Прилично широко. Конус. Так, ну сегодня, я так понимаю, вылеты, как запомнить эту? Нет, бридж не особо. Вот этот снег раскидает, и будет вам счастье. Ну, так, я опять этого чувака догнал. Сейчас дальше уже чуть-чуть. И они оба едут так, как и ехали. Что за скрипело? Так, ну от форика я оторвался солидно. Где-то что-то заскрипело. Трасса узкая. Сколько это? 20? Хоть просто есть. На прямых колесах. Мне кажется, вот так я быстрее еду.
Ну, первый заезд, да хотя не знаю. Можешь ехать на скорости 40 км в час. А, кстати, рулем сильно крутить не надо, точно. Получается быстрее намного. Да, от форика быстро ухожу. Ну, в принципе, тоже быстро и догоняет. Класс, вот под конец ехать. А чё это? Так, ну-ка близко? Нет, не близко. Давай мы чуть-чуть их подотпустим. Тут финишная такая интересная. Форики сзади едут. Слишком куда-то не туда. Слишком узко для таких пируэтов. Слишком узко. Так, что, все, желающих нету. В общем, вот мы поехали на старт. Ну как мы поехали? Я самый последний какого-то фига. Вот участники. Вот фарик на Ганадора, кстати, тоже. И Прада. Саня, походу, но не Саня это. Ганадора. С лавочкой. Мурана есть. Белый Прада. А, это еще один белый Прада. Это не тот. На белом Прадо Александр едет, который импрезу не успел сделать. Вот тот претендент. Этот Прадо не знаю. Вообще леворуки Прадо. В общем, смысл в том, что 14 машин минимум в нашем классе, и я стартую последним. Это значит, у меня будут самые плохие условия проезда. За что меня так наказали, я не знаю. Так сказать, мой конкурент Audi, да? Он стартует где-то 7-м. То есть между нами 7 машин. Соответственно, я его, ну, не дотянусь до его места никак, если он не сделает ошибок. Но я быстрее сделал ошибок, чем он, потому что он едет сегодня со вторым пилотом. Кстати, рейндж он черный стоит. Я ошибся. Это что-то, да, на Какимото банки похоже. Но спойлер нижний вроде как оригинальный. Вниз он сильно оттопырен. Оригинальный спойлер вот так и располагается. Тайские, как правило, они все сверху поджаты к бамперу и теряются на фоне. Он Хайлендер едет на старт. Блин, как сегодня много тяжеловесов. Как бы не ударить в грязь лицом, а? Вообще пофигу. Так, ладно, что, поехали. Так, S. И я еду в 0. Все у меня выключено, включено.
очень долго. Мистер, очень долго. Я как на этом еду. На расслабоне. Зато максимально сдержанно. Так, дальше трасса вообще конус точно в него. Ни больше, ни меньше. Ты будешь чё там, какая разница-то? Это, кстати, вот эта тема и была. Так, тут мы конусов наклали. Есть это самое главное. Так, я так понимаю. Да, и правильно. Что я не понимаю. На прямых туплю. Зато мы как вон классно выходим. Так, это вот честно. Просто. Я бы сильнее руль бы завернул. Конусы.
наш класс с другой стороны. Мурана 2 секунды до меня. После первого заезда... Ох, нифига, смотри, как жестко. Вот этот водитель дурак. Вот на этом, на ноте. Людей прицепил. Чуть импреза не задавила его семью. А тут финишный створ. Ну, он приехал тут развлекаться. В общем, это повезло, что импреза... А нет, она без шипов, она просто остановилась. Прадо у нас первый, оказывается. Я вообще не понимаю, как можно на 2.7 моторе ехать первым. Вот он, кстати. Вот он, на первом месте. Объехал всех вот этот прадик. 2.7 мотор, я так понимаю. Но это потом спрошу, что там. Ну, правый руль, наверное, 2.7. Я за ним приехал, но так как я зацепил конус, получается, я третий. Пропустил вперед Audi на 1,7 секунды. Банда Форестеров, вон 3 Форестера. Продос на Рейнджа чуть не наехал. Унижает. Мурана вот этот получился 2 секунды до меня. Удивительно. Он вообще на китайском резине Firestone какой-то. Еще один Форестер. У нас получается 2 до реста и 3 реста. Сколько ждать? Просто 47, 48, 49. За первую. Еще одну. Уже лучше, чем... Так, ладно. Подожду на следующий поем. Все, встали. Так, встали, не моргаем, просто едем. Так, 20. 5. Как? Что там? Короче, кстати, если помогать
себе. Так. Да, выходит, в принципе, неплохо. Очередной конус. Все. Где дорога, где чего? Зато какой сейчас отхват интересный. Мне этот нравится поворот. Тупит, конечно. Система. И беспонтово. Это что, уже финиша? Ну, где-то рядом. Точнее, еще нет. Кажется, целую вечность еду. Тут уже финиша, да? Ну, притормози ты пораньше. Ну, приедь ты, как все нормальные люди. Прям возле конуса. Дело в том, что чисто корова на лету. Починка.
Еще бы чуть-чуть. Остались на месте, это самое главное. Мы любим конусы, а конусы нас не любят. Плавнее педалью газа работаем. Едем, 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 едем в далекие края. Веселые соседи, счастливые друзья. Ух-ух-ух. Вот как всегда оставаться на этой траектории? Я не знаю. Так, все. Гасим инерцию нашу. Только вот так. Широко, ребята. Так, все. Тормозим. Чего тебе ворота не хватало? Не заехать. Было бы вообще весело. 120. Интересно, какое время? Ну, кажется, что в вечности едешь просто. Ошибка была, да, где-то сильно в море выскочил. Ну, повороты такие, они уже стали ходовые, тебе хочется в него дубасить. А по итогу, извините, мы где-то мимо. Но мощность может нивелировать это. Не всегда, но может. Такой у нас закат, 4-й заезд. Едем в сумерках. Все на старте. Я, получается, последний еду в этой гонке. Пока что я на первой строчке. Надо просто доехать в том темпе, в котором я ехал. Но сейчас чуть хуже будет видно дорогу. Пока фары не освещают, но тем не менее уже такое есть.
затупите. Так, тут сейчас будет вот этот конус. ДМБ-2, давай, цепляйся. Красота, какой красивый вид. Так, вот эти, когда чуть не заехал. Вот именно по такой же траектории. Так. Все, движение главное вперед, чтобы было. Все конусы просто поломали. Вот это здесь и был. Он хорошо ускоряется, когда ловит зацеп. Тормози.
Торможу. Несколько раз нажми. Так, все. Так, все, аккуратненько, аккуратненько, аккуратненько. Этот конус. Интересно, каково время? Все уехали, никто меня не ждет. Но я старался, честно, не филонил. 111 градусов. В принципе, мне хватало зацепа. В принципе, сейчас глянем, что на времени. Будет удивительно, если 9 секунд 8 проиграл. Говорит, масло не особо нагрел. Это все оставшиеся участники. Так, смотрим, что у нас. Это старые данные, да? Давай перезагружай. Класс, я первый. Все-таки я обошел того Прада, который удивил в первом заезде. Вот главное собраться с мыслями, с эмоциями и просто ехать, наслаждаться. Но при этом ехать быстро. Так. 13 секунд, Петр третий. Прикольно.